Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Джавахир звонит Барану и сообщает ему, что Текин мертв, Баран вешает трубку, говоря, что бы ты ни делал, ты останешься в проигрыше, ты будешь раздавлен камнями, которые ты положил на моем пути. Затем в гневе он с криком разбрасывает все на своем столе. Услышав голос, Ферат входит в комнату и спрашивает, что происходит, и когда Барану Текину говорят, что он мертв, Дилан и Ферат стоят там, ничего не говоря. После того, как Джевдет говорит, что наш долг помочь тем, кто попал в беду, но мы не можем решить этот вопрос так, нам нужно пойти в полицию, Первин спрашивает Джевдета, что вы собирались сказать. Когда Джевдет говорит, что я помогу тебе своим словом, держись подальше от меня и моей семьи после того, как этот вопрос будет закрыт, Первин спрашивает, почему он что-то сказал Цеврии, говорит, что это мое решение, пожалуйста, держись подальше. После разговора Джавахир поручает адвокату, что Баран, должно быть, что-то поймал в той беседке, примите меры предосторожности и найдите Хасана. Пока Дилан пытается успокоить Барана и объяснить, что хочет, чтобы он думал спокойно, Ферат подтверждает информацию и приходит к ним. Баран разговаривает с Фератом, чтобы мы могли повысить безопасность летнего дома и особняка, чтобы никто не мог войти или выйти без нашего ведома. Когда они начинают говорить, Дилан выходит из комнаты. В гневе Берон поздно понимает, что Дилан ушел, и идет за ним. Дилан приходит к Мирану и говорит, что твоя мать проявит к тебе величайшее терпение, и эти дни пройдут. Тем временем подходит Берон и обнимает Дилана сзади. Когда Дилан не может сдержать слез, Баран спрашивает, тебе не нужно скрывать свои чувства, не неси ничего в одиночку, мы вместе во всех отношениях, не только рука об руку, но и плечо к плечу с тобой, это поможет. Всегда будь таким, потому что мы хороший дуэт, верно? Когда Дилан говорит, у меня было небольшое разочарование, все кончено, мы не сдадимся, мы обязательно найдем другой путь, мы всегда это делали, Берон говорит, это моя жена, это моя леди. Когда Дилан поворачивается к Мирану и говорит, что это для него, Берон говорит, что мы сделаем все необходимое, чтобы наш сын рос в безопасности. Пока госпожа Азади и Гуль обсуждают еду, госпожа Азади становится подозрительной, когда Гуль снова чувствует тошноту. Когда Берон собирался уходить, Дилан настоял на том, чтобы пойти с ним, но Берон не расстроил его. Пока Цеврия сидит с Делошем на коленях и погружена в свои мысли, к ней приходит ее тетя и спрашивает, есть ли с ней что-то странное или что-то не так, я выслушаю тебя, но Цеврия отклоняет это, говоря, что ничего нет. Затем он разговаривает с Делошем и спрашивает, что теперь будет делать мать, с кем она поговорит и поделится своими проблемами, и думает, о боже мой, это испытание или распутье. Ферат приходит к Гуль, говорит ей приятные слова и хвалит ее. Когда Баран входит в летний дом, люди Джавахира наблюдают за ними и сообщают об этом адвокату. Адвокат сказал, что господин Джавахир должен сделать то, что необходимо, и говорит, что господин Баран должен быть расстроен своей удачей. Мужчина кладет трубку и говорит, что мы сделаем все необходимое. Пока Баран и Дилан выходят из машины и разговаривают с Геном Кудретом, мужчины принимают меры, и когда белая машина внезапно въезжает в сад летнего домика, Баран в страхе оттаскивает Дилана с дороги. Это Акиф. Когда Баран спрашивает, что он ищет, Хасан говорит, что он здесь. Баран спрашивает, ты знаешь, что Текин тоже мертв? Когда Акиф говорит, что мы знаем, мы проводим расследование, Баран злится и говорит, что еще вы расследуете. Разве не ясно, кто это сделал? Когда приходит Акиф и уводит Хасана, Хасан говорит, я буду жаловаться на тебя, они хотели меня убить, я жалуюсь на них всех. Берон злится и кричит, что убийцу моей матери отпускают на виду. Когда люди Джавахира звонят адвокату и говорят, что Хасана забрала полиция, адвокат говорит, что делать нечего, идите обратно. Берон сходит с ума от гнева и пытается выразить свой гнев криками. Когда тетя говорит дяде Кинану, что ей не нравится ситуация Цеврии, он просит ее узнать, что произошло, если сможешь, но все равно следуйте за ней. В комнате Мирана Дилан рассказывает Гулю и Азади Ханем, как она устала от всего этого. Он говорит, что я устал, но не измотан, мы не побеждены, они побеждены.
Госпожа Азади расстраивается и выходит из комнаты, желая иметь возможность исправить то, что произошло. Дилан подходит к Мирану и говорит: «Как я могу сбежать, когда ты у меня есть? Ты даешь мне жизнь каждый день, мой дорогой сын». Баран разговаривает в своем кабинете с отцом и братом после того, как Акиф пришел на дачу и уехал. «Нам следовало поменять Хасану место, это наша вина. Он говорит, что мы теряем то, что имеем, одно за другим. Хасан должен найти способ получить свое наказание». Когда Дилан затем спрашивает Гуля, как она, Гуль отвечает: «Я не знаю, я хороший, я плохой, я плохой». Дилан говорит: «Ты помнишь, я тоже был таким, ты. У тебя был тест, ты должен это сделать». Когда Гуль говорит: «Я не знаю, возможно ли это», Дилан говорит: «Почему бы и нет? Мы узнали, что препятствий нет». Гуль воодушевляется, спрашивая: «Как вы думаете, это могло быть потому, что я потерял надежду?» Пока Джевдет пытается позаботиться о Цеврии, тот просто отмахивается от головной боли, говоря, что она пройдет, если я посплю. Когда Джевдет уходит, Цеврия расстраивается и спрашивает: «Как я могу говорить о таком? Не поэтому ли мы прошли через все это с тобой?» Пока Берон просматривает файлы Хасана, к нему приходит Дилан с Мираном на руках и говорит: «Мы тебе тоже поможем». Дилан ложится спать и оставляет Мирана на кровати, говоря: «Давай пойдем посмотрим вместе». Они оба просматривают файлы и заботятся друг о друге. Когда Берон не может ничего найти в файлах, Дилан подбадривает нас, говоря, что мы должны поддерживать высокий моральный дух, мы что-то найдем, мы чего-то добьемся, в конце концов, мы хорошая команда. Когда Берон говорит: «Мы очень хорошая команда, ваше существование, мой источник жизни и моего мира», Дилан спрашивает, что это за мир. Берон говорит что-то вроде: «Знаешь, тебе очень хочется пить, ты пьешь глоток воды, говоришь ох», а когда Дилан просит другие примеры, Берон перечисляет еще несколько вещей и говорит: «Знаешь, когда ты делаешь зрительный контакт с любимым человеком, ты видишь каждую эмоцию и каждый цвет твоих глаз». Пока Берон спит, Дилан готовит ему завтрак и приносит его в постель. Когда он говорит «Доброе утро», «Я приготовил его своими руками», Берон говорит «Спасибо моей жене». Дилан говорит «Приятного аппетита» и говорит: «Давай сегодня что-нибудь сделаем, сходим в то место, которое мы случайно нашли, возьмем Мирана и устроим там пикник». Когда Джавахир спрашивает, что случилось, у меня конфисковали телефон, он злится, когда я говорю, что Хасана забрала полиция, и вообще, он спрашивает Дилана Карабея о сюрпризе, который мы собираемся сделать, и узнает, что проблем нет. Посмотрим, что сделает Баран Карабей, когда увидит подарок Дилана. Он злобно смеется. Пока Баран увещевал своего брата и отца соблюдать меры безопасности, когда пришел Дилан и спросил, что мы делаем, господин Кудрец сказал: «Давайте посмотрим на эту штуку», и вышел из комнаты. Когда Дилан спрашивает, что мы собираемся делать, собираемся ли мы пойти. Когда Берон говорит: «Давай не пойдем сегодня», в другой раз он говорит «Тама» и говорит: «Я хочу пойти куда-нибудь на время, я хочу поехать». Немного воздуха. Когда Берон говорит: «У меня есть работа, подожди, мы выйдем». Когда Дилан говорит: «Я просто хочу подышать воздухом, я пойду один, конечно, если хочешь, пусть дети тебя отпустят». Дилан говорит, что в этом нет необходимости, я поеду на такси. Дилан выходит и, сделав покупки, сидит где-нибудь на пляже и пьет чай. Однако он не знает, что за ним следуют люди Джавахира. Он идет по берегу моря, а затем садится в стороне, наблюдая за морем. Баран подходит к нему и сидит, ничего не говоря. «Дилан, я ждала, когда ты придешь, поэтому хотела впервые выйти одна, но ты мне не позволил», она спрашивает: «Ты думаешь, это слишком много, ходить без страха, как обычно, люди?» Берон говорит, что это немного, это твое самое естественное право, не спрашивай меня об этом в такое время, то, через что мы проходим, ненормально, мы не можем жить как нормальные люди. Гуль приходит сварить кофе, чтобы выпить с Фератом, и когда я спрашиваю ее, могу ли я быть беременна, Ферат прибегает с волнением и говорит: «Позвольте мне пройти тест и немедленно вернуться». Дилан говорит, что я на самом деле не сержусь на тебя, но я просто хотел свободно гулять с сыном, я не мог этого сделать, я боялся, что что-то его повредит. Неужели наш сын всегда будет жить за такими толстыми стенами?
Так не жили даже когда мы бежали от кровной мести, все жили своей жизнью. Бэрон говорит, что я тоже этого не хочу, но я делаю все возможное прямо сейчас, не требуйте от меня такого. Дилан говорит, я просто хотел сегодня сделать что-то, как нормальные люди. Я купил ручку для тебя, нашего сына, и что-то для себя. Я пошел на рынок, посмотрел на пустые полки, купил себе апельсиновый шоколад, вот и все. Бэрон обнимает ее, и Дилан плачет. Баран говорит, что у Дилана тяжелый опыт, и разговаривает с Геном Кудретом. Господин Кудрет, Дилан, моя дочь права, мой сын, через что он прошел, он хорошо пережил. Когда я спрашиваю, где сейчас моя дочь, Баран говорит, что она с Мираном. Потом они говорят, что рады, что Миран приехал в особняк, потому что он был источником радости для всех. Когда Харун распечатывает свадебное приглашение в качестве сюрприза для Ясмин и показывает ей место для свадьбы в сельской местности, которое она хочет, вместе с приглашением, которое он организовал, Ясмин радостно говорит Харуну в шею: «Ты сделал меня такой счастливой прямо сейчас». Когда Дилан выходит из душа, Бэрон ласкает ее лицо и спрашивает, как она, говоря: «Доброго здоровья, моя прекрасная жена». Когда Дилан говорит: «Извини, что беспокою тебя, у тебя и так много неприятностей», Бэрон говорит: «Это я должен извиниться, мне жаль, что я заставил тебя пройти через все это». Когда вы говорите, что Миран тоже любит принимать ванну, а Дилан улыбается, Бэрон говорит, что это бесценно видеть, как вы улыбаетесь. Когда Дилан спрашивает Баран, наденет ли она жилет, Баран спрашивает, почему, и говорит, что это сюрприз. Помогая Барану одеться и поцеловав его, она говорит: «Пожалуйста, подождите нас у бассейна, мы соберемся и придем с моим сыном». Когда Дилан одевает Миран и ее отца в одну и ту же одежду и идет к Барану, одетый в гармонию с ними, Баран очень удивляется и радуется, когда видит их. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.